Всем привет, друзья! В этом видео поговорим о безопасности. В частности, о безопасности приложений. Что я имею в виду? Вот в приложениях под Linux есть такая вещь, что они, любые приложения, они куда-то заходят. То есть какие-то папки, берут какие-то файлы, с чем-то взаимодействуют, что-то читают, что-то достают. Это нужно приложению, но не всегда это нужно нам, чтобы к нам куда-то лазили, что-то читали. Данный аспект очень важен. И в каком ключе мы его сегодня рассмотрим? В самом, что ни на есть, близком к нам, это безопасность веб-сайтов, веб-приложений. Например, рассмотрим ситуацию. Вот есть у нас какой-нибудь сервер на Linux, там стоит веб-сервер Nginx, допустим, Nginx стоит, да, и мы хотим сделать так, чтобы тот человек, кто к нам заходит на сайт, он какие-то папки, файлы, какие-то директории мог читать, мог туда лазить, а в какие-то был доступ к нему закрыт на уровне самого приложения, чтобы приложение именно отклоняло этот доступ, и человек вообще никак не мог попасть. То есть человек, злоумышленник, неважно. Чтобы у нас защита была реализована на уровне приложения в самом Linux. И для этого существует такое средство, которая предоставляется Linux. Вообще, если углубляться, то она работает под Debian. Ubuntu Debian поддерживает. В общем, это называется AppArmor. В этом видео, это будет такое большое видео, потому что тема обширная. Сам с ней разбирался очень много, очень долго. И это AppArmor как раз позволяет ограничивать приложение в своих действиях. То есть мы прописываем специальный, забегая наперед, профиль, то есть такой файлик, в котором указываем конкретно, что приложение делает, а что не делает. То, что мы туда прописываем, то либо мы разрешаем, а либо отклоняем. Так примерно это работает. И чтобы было наглядно и понятно, я просто с нуля вам попытаюсь все показать, все объяснить, как я сам понял. Мы настроим с самого нуля политику AppArmor, то есть профиль. Также мы это обкатаем на Nginx, настроим доступ, чтобы можно было в какие-то папки ходить и нельзя. И также покажу, как применять AppArmor для защиты докер-контейнеров, что безумно актуально в наше время. Потому что, действительно, сейчас все в докере, а также безопасность этих контейнеров безумно важна. И AppArmor позволяет как раз защищать даже докер-контейнеры, что очень прикольно и круто. Там есть свои нюансы, но я все объясню и все покажу. Я думаю, нет смысла тянуть время. Давайте, поехали. Для начала установим AppArmor. Он установлен в ядра по умолчанию в Debian и в Debian подобные Linux-системы. То есть там такие как Ubuntu, вот Mint, например, у меня стоит, да. То есть в подобный Debian. В остальных там есть своя система, по-моему, SE Linux называется, но мы ее не рассматриваем, мы рассматриваем AppArmor в этом видео. И в некоторых дистрибутивах Linux вообще ничего нету, то есть вообще в ядре даже нету ничего про безопасность ни AppArmor, ни SE Linux, поэтому я рекомендую вам поставить дистрибутив, с которым вы будете работать, Debian и производные от него. То есть можете, как у меня, поставить, можете Ubuntu поставить обычно. Сути не меняет. Итак, для начала нам нужно установить вот этот пакет. Кстати, вот здесь у меня будут периодически появляться подсказки, там оттуда буду команды копировать всякие. Я этот файл систематизирую, то есть у меня там много файлов будет, я это соберу в большой такой текстовый документ, который будет такой документацией, руководство к действию. В общем, я его оставлю в телеграм-канале, чтобы вы могли открыть, там быстро скопировать какие-то команды. Это и для меня будет полезно, и для вас, поэтому переходите, подписывайтесь, скачивайте материал. Это очень будет удобно, чтобы по 10 тысяч раз видео не пересматривать, а раз материал открыл, скопировал, то есть очень удобно. Итак, sudo apt install AppArmor utils, то есть мы скачиваем сейчас утилиты.
Ну так как у меня все скачано, у меня тут ничего не поменялось в принципе. Дальше. Нужно скачать Aparmor Profiles. Пакеты всякие для дополнительных профилей. Ну, в общем, может нам пригодиться тоже. Тоже поставим его. Да, сделали. Ну и в принципе уже мы готовы к работе. Чтобы проверить работу Aparmor, мы пишем sudo aa статус, например. Ну, здесь видим такой вот файл. Я сейчас не буду ничего говорить про то, что здесь написано особо. В общем, тут указано, что у нас за профили, в каких они режимах, но об этом попозже. Сейчас просто почистим, в общем, это все. И еще способ, как проверить работу Aparmor, ну или вообще любого сервиса, что нам очень пригодится, потому что мы будем работать с сервисом Nginx, будем работать с Aparmor, ну, чтобы вы уже знали изначально. Обычный через systemctl. Sudo systemctl status Aparmor. Можно писать .service, а можно просто писать Aparmor. Вот, и если у вас active, вот так вот зелененьким горит, значит все окей, все работает. Ну, в принципе, поставили Aparmor, и все отлично. Можно двигаться дальше. Теперь поставим веб-сервер Nginx. Для этого пишем sudo apt install Nginx. И можем написать флаг -y, чтобы... Ну, это типа yes. Чтобы нас не мучили с тем, что нажмите yes там постоянно. Это такой лайфхак. Все, отлично. Поставили. И как мы делали в предыдущем шаге, проверим. Sudo systemctl status Nginx. Да, active running, все хорошо, все отлично. Работает у нас Nginx. Двигаемся дальше. Теперь, когда мы установили веб-сервер, надо проверить его работу. Для этого переходим в веб-браузер и переходим по адресу localhost, либо 127.0.0.1. Ну, в общем, Nginx работает по умолчанию по 80-му порту, поэтому вот не должно возникнуть никаких проблем. Здесь у вас, если установили Nginx первый раз, то, скорее всего, будет вот здесь посередине достаточно много текста, но явно больше, чем у меня. Это по умолчанию файл в Nginx, а это уже мой файл, то есть я его поменял, и пути прописываются в конфигурационном файле, я вам покажу, как это делается. То есть это уже то, что я создал, здесь могла быть ваша страничка любая. И чтобы по localhost по умолчанию так переходило, надо прописать в конфиге некоторые настройки. Итак, создадим свой кастомный путь к нашему сайту, к файлу index.html. Для этого перейдем в корень нашей операционной системы и от имени суперпользователя создадим папку, в которой у нас будет сайт, назовем ее 3W. И затем в данной папке в нее перейдем и создадим теперь index.html. Sudo touch index.html. Вот он у нас появился. И теперь можем какие-то данные туда вставить, что-нибудь, что мы хотим по умолчанию отображать. Для этого можем с помощью редактора View, допустим, перейти index.html и что-нибудь скопируем. Я просто перешел на Bootstrap, чтобы не писать кода очень много. Возьму отсюда шаблон. Его сейчас подредактирую немножко. Ну, то есть вот эти скрипты уберу, просто оставлю Hello World. Отсюда уберу линки всякие. В общем, вот все, что от меня, все, что у меня останется, и так его вставлю. Ctrl-Shift плюс V. Вот такой шаблончик с Hello World. Теперь я беру, нажимаю Escape, Right Quit. И все, можем посмотреть, что у нас здесь в файле. Вот он. Теперь нам нужно перейти в конфиг и прописать наши пути.
Для этого переходим в директорию, где у нас конфиг лежит. Это Nginx. Теперь пишем sudo nano, или не nano, или vim, что хотите, или v nginx.conf. Здесь у вас, скорее всего, будет всего очень много. Я вам рекомендую, вы можете либо вставить, ну, проще будет для вас все это удалить, по новой стереть и заново прописать. В общем, стираем тот конфиг и пишем вот этот. Events. Вот такие вот скобочки ставим. Это обязательно, чтобы работало. Дальше HTTP. Вот в таких скобочках фигурных. Внутри вот это include MIME types, чтобы не было проблем с отображением всяких текстов, картинок и так далее. Здесь сразу в этом файле все это предусмотрено. Здесь внутри также прописываем сервер. И внутри фигурных скобочек прописываем listen. Это порт, по которому будет слушать. Наш сервер по умолчанию это 80. Можно поставить любой другой. То есть 8080, например, там, или какой хотите. Но я ставлю 80. И root — это директория, в которой находится наш сайт. У нас это 3w, которая находится в корне. Вот так прописываем. И когда это все прописали, жмем Escape, потом двоеточие, VQ, чтобы сохранить, записать и выйти. И выходим отсюда. У нас конфиг пропишется. Опять-таки я говорю, что вы можете любую другую директорию создать, но нужно создавать ее от имени суперпользователя, потому что Nginx нужно, чтобы владелец файла был рутом, в общем. Либо там нужно с правами играться доступа, но я сейчас не очень хочу это делать. Да, нам проще от имени суперпользователя создать, чтобы все было быстрее. Дальше нужно перезагрузить Nginx, чтобы применились изменения. Для этого sudo system ctl restart Nginx. Все, он рестартнулся, и теперь мы можем посмотреть, как у нас все работает. Переходим в Firefox, можем открыть по умолчанию localhost наш. Открываем по порту 80. Ну, вот видим наш Hello World. Можем просто localhost открыть. Если вы прописали другой порт, например, 3000, вот localhost, 3000 открываем. Но у меня он не прописан, поэтому ничего не будет. Я писал 80 порт. Вот у меня работает по 80 порту. Мы в итоге достучались так до нашего сервера, прописали конфиг. Все отлично, можно двигаться дальше и играться уже с профилями безопасности. Итак, как я говорил уже раньше, каким образом мы защищаем наше приложение? У нас есть специальные профили, которые представляют собой текстовые файлы, в которых описана различная конфигурация о том, что мы принимаем, что мы отклоняем, который располагается в папке etc и называется aparmor.d. Давайте перейдем в данный каталог. Пишем change directory etc aparmor.d. Давайте посмотрим, что содержится внутри команды ls. Смотрите, здесь какие-то непонятные названия. Но что я вам точно могу сказать, то что, смотрите, есть здесь, например, bin-ping, то есть это профиль aparmor для утилиты ping. Есть, например, еще всякие LibreOffice, профиль для данного приложения, для еще других. Но главное, что вам нужно здесь понять, то что это просто как бы текстовые файлы, и в них просто что-то описано, какие-то инструкции. И еще вот эти названия, они указаны здесь не просто так. Я про именно как они называются. То есть, смотрите, bin.ping указывает на то, где находится исполняемый файл программы.
То есть утилита ping у нас находится в userbin.ping. Вернее, просто bin.ping. Ну, давайте даже для интереса посмотрим. Есть ли просто у нас... Да, каталог bin. И здесь есть у нас ls-la. Ну, чтобы ping увидеть, да? Вот. Ну и видим здесь, да, ping. Ну, то есть он находится по пути bin, ping. И любой профиль, давайте обратно перейдем, любой профиль, который мы создадим, он будет как бы слэша менять на точки. Вот если мы обратно перейдем в aparmor.d, надо его очень хорошо запомнить, нам придется очень часто туда заходить. И вот здесь каждый слэш меняется на точку. И для чего это все рассказываю? Потому что Nginx находится по пути user sbin Nginx. И мы, когда создадим для него профиль, мы его создадим просто командой, он создастся автоматически. То есть нам не нужно будет ничего делать. Я вам покажу потом, как создавать его вручную, когда мы будем работать с докером. То есть как делать его полностью кастомным. Но сейчас пока сделаем с помощью команды. Покажу вам разные способы сейчас с помощью команды. И вот это вот будет у нас сохраниться вот с таким вот именем. user.sbin.nginx. Вот чтобы просто знали, откуда вообще это берется. И когда мы создадим профиль, сейчас мы его сгенерируем, он сохранится вот в эту папку под таким именем. И там будет профиль. Теперь давайте сгенерируем наш профиль. Он будет такой минималистичный, там, то есть будет, ну, вообще ничего не будет, можно сказать. Создаются, ну, вообще, любая команда, которую мы будем использовать, которая относится к AppArmor, будет выполняться с sudo от имени суперпользователя. Если мы не пропишем это слово, то ничего не выполнится. У нас будет недостаточно привилегий. Давайте даже попробуем. Autodep Nginx. Просто, да. Вот. Нельзя записать защищенную директорию для профиля, потому что нам нужно запустить отсюда. Все, запускаем и смотрим, что происходит. Да, вводим пароль. И, кстати, здесь сразу видно сверху то, что он уже хочет что-то записать в директорию aparmord. То есть мы уже видим, что мы реально записываем профиль в данную директорию, в которую он показал. И сейчас мы видим сообщение, что записался обновленный профиль для usersbin Nginx. Ну, то, что я вам рассказывал. Сейчас даже для интереса посмотрим, как он выглядит. Мы сейчас находимся, заметьте, в etc aparmor.d. Мы выполняем команду ls и смотрим, что у нас здесь происходит. И видим, у нас появился профиль. То есть раньше его не было. Теперь он появился. Профиль для Nginx. Давайте посмотрим, что тут написано. Сразу скажу, что с первого раза может показаться, что прям ничего не понятно. Но не берите в голову, то есть поэтапно разберем, поковыряем, повыключаем то, что не нужно, повключаем и посмотрим, как это влияет на работоспособность приложения, чтобы полностью понять все. Потому что я тоже, когда начинал разбираться, вообще был в шоке от этого всего. И перейдем теперь в наш файл sudo. Ну, просто его посмотрим, например, с помощью cat user sbin Nginx. Посмотрим теперь, что здесь написано. Вообще это прям максимально очень минимальный профиль. То есть здесь ничего нету, можно сказать. Но вот эти записи все равно пугают, да. Но тут ничего такого нету совершенно. Самое главное, что здесь стоит понять, это вот эта вот запись. Ну, вообще, это просто название профиля. То есть можно было просто его называть Nginx, отредактировать, там немножко подшаманить, и все бы работало. Ну, это попозже чуть-чуть видео вам расскажу, как это сделать. Дальше через фигурные скобки вот здесь
Вот здесь прописывается инструкция. Вот это просто путь, который совершает действие, да, и здесь указывается, что разрешается. То есть разрешается чтение и разрешается доступ в память. А если бы перед этим путем было бы слово deny, то это отклонялось бы. То есть отклонялось бы чтение, то есть не разрешалось бы чтение по данному пути, либо данного файла, там, который бы указан был. Ну, то есть вот так все просто и работает. В данном случае здесь просто по дефолту прописано, что нужно открывать для чтения и давать память файлу users bin nginx, но этого очень мало, чтобы он работал. Почему этого мало? Потому что программе этой, то есть нашему приложению Nginx, нужно куда-то лазить в какие-то директории, прописывать какие-то логи, там еще что-то интересное делать, что-то считывать еще дополнительное. То есть вот реально ему не хватит вот этого, чтобы запуститься. Мы сейчас с вами в этом убедимся. Да, то есть сейчас все поймем. В общем, главную суть, что здесь стоит уловить, то, что мы в этом файле прописываем, что нам разрешено. Допустим, как в этом случае, что разрешено приложению, вернее, не нам, а приложению. Вот ему разрешен вот этот путь и разрешения вот такие. А либо что запрещено. То есть перед этим было бы написано вот так вот deny. Тогда бы это отклонялось. Теперь поговорим о режимах. То есть режим первый. Это enforce. Что это означает? Это просто жесткий режим, когда полностью работает этот профиль. То есть, если мы прописали разрешение, то только оно будет выполняться. Остальное все будет запрещено. То есть приложению будет запрещено просто абсолютно все. В данном случае мы сейчас, если запустим Nginx, он у нас просто не запустится. Потому что разрешений слишком мало. То есть вот ему надо, что по умолчанию, мы даже это сейчас не соблюли, просто вот этот самый-самый минимум, и его и так мало. Ну, то есть и у нас просто ничего не запустится, ничего не будет работать. Вы, наверное, спросите, а в чем смысл, что мы сейчас просто взяли, все запретили приложению, и оно у нас просто не откроется? А я вам сейчас расскажу. Мы сделаем такую максимально интересную вещь. Сейчас мы будем пытаться... Мы включим такой специальный режим, потом попробуем открыть приложение, и этот режим нам покажет, куда приложение хотело залезть. Мы сможем просто увидеть это. Каждый отдельный процесс, который хотело запустить приложение, мы сможем рассмотреть, можем почитать, посмотреть, там, что это за процесс, нужен ли он нам, мешает ли он приложению, насколько он нужен приложению. То есть это оценить можно, это отфильтровать, отсортировать. То есть можно прям регулировать, как нам нужно. И конкретно эти процессы мы разрешаем в нашем файле, в этом профиле. И только эти процессы сможет запускать приложение. И мы будем уверены просто на 100%, что оно не лазит никуда к нам, куда нам не надо. То есть так это и работает. Мы разрешаем то, что разрешаем, а то, что нельзя, мы берем и запрещаем. Включаем режим жесткий, и у нас работает AppArmor. Сейчас продемонстрирую, как это работает. И смотрите, в данный момент мы создали профиль, у нас он прописан, но он не активен, то есть он сейчас не работает. Как это проверить? Мы можем просто сейчас рестартнуть с помощью systemctl наш Nginx, допустим, да? Nginx. Вот, взяли, просто рестартнули. Но я вам же говорил, что с таким профилем приложение вообще не должно запуститься. Вообще ни при каких условиях. И для того, чтобы этот жесткий режим заработал, то есть чтобы наш профиль работал, выполнял действие защитное, нам нужно его активировать, то есть перевести в режим enforce. Для этого пишем sudo soкращенно apparmor-enforce.
и указываем, какое приложение. User, Sbin, Nginx. Обращаю внимание то, что вот профиль у нас так и называется. Видите? Вот, до вот этих скобочек. Это и есть название нашего профиля. Все, мы профиль переводим в режим Enforce, и он у нас обязательно должен находиться в etc aparmor.d, чтобы он мог работать с апармором. Это прям обязательное условие. Если его не соблюсти, то ничего работать не будет. Все, жмем Enter. И ура, мы перевели в режим Enforce наш профиль. И теперь, если мы попробуем сделать то же самое действие, что и раньше, то есть рестартнуть Nginx, смотрите, что будет. Вот, failed because control process exited with error code. То есть у нас даже запуститься не может наш Nginx. Я уже не говорю о том, что доступа у нас никакого не будет, ничего у нас не загрузится, просто у нас веб-сервер не может стартануться, ему не хватает прав. Приложению не хватает прав, чтобы как-то хоть работать. И сейчас давайте посмотрим, куда оно лезет, данное приложение. Ну или можем посмотреть, в принципе, какой-нибудь журнал, там что у нас пишет журнал. Например, скопируем данную команду. Вот и посмотрим, что нам говорят. Так, сейчас время очень позднее. Вот, если здесь посмотреть, допустим, да, мы видим, что... Так, это профиль replace, операция профиль replace, то есть мы меняли профиль, да. А профиль какой? Users bin Nginx. А вот, смотрите, вот здесь, например, операция unlink, имя run nginx.pid, то есть он уже хотел залезть в run nginx.pid зачем-то и выполнить операцию unlink. Дальше что он хотел? Это он хотел такую операцию выполнить над таким файлом. То есть он хотел записать уже что-то в логе к себе в nginx error.log. Дальше он еще хотел, теперь можно посмотреть, вот операция capable, профиль duck override. То есть он нам говорит, что ему недостаточно возможностей, ему нужно capability поставить. То есть ему опять-таки недостаточно разрешений. Ему надо поставить capability duck override. Ну, это тоже мы сделаем. Вот дальше, что еще ему нужно? Ему нужно открыть SSL openssl.conf. Вот и еще что ему нужно? Открыть nginx.conf для чтения. У нас этого не прописано. То есть у нас не прописано в профиле, что мы ему разрешаем открывать его же конфиг. То есть получается, что сейчас происходит? Он не может даже конфиг прочитать. Как он запустит сервер, если он даже свой конфиг не может прочитать, который мы настраивали? То есть мы с вами настраивали до этого конфиг, а он просто не может открыть его и прочитать. Вот в чем суть. То есть ему сейчас все запрещено. Вот реально. И дальше, что могу показать вам, это другой режим, который называется Complain. Сейчас объясню его суть. Смотрите, режим Enforce, который мы сейчас установили для Nginx, он просто берет все, запрещает, ну то есть действует в соответствии с профилем, который мы написали, и если что-то вот в профиле не указано, он это все отклоняет, просто все подряд. Ну, то есть он такой вот именно действует и прописывает в логе. Прописывает все в логе, действует и прописывает в логе. А второй режим, который называется Complain, он ничего не делает, то есть он ничего не запрещает, но прописывает логи. И одно большое уточнение насчет режима Complain. Если в профиле прямо вот так и прописано, что вот deny что-либо,
есть какую-то папку, да, то если находится в режиме complain, то отклонение произойдет как раз по правилу deny. То есть deny сработает. Даже если находится в complain, если прописываем deny, он сработает. Вот. И лог, соответственно, тоже пропишется. В чем отличие? То, что enforce, он вообще все подряд просто берет, отклоняет то, что не прописано. А complain, он разрешает это. Но если мы прям жестко прописали deny, то все равно отклонится, даже несмотря на то, что это был complain. Вот в чем суть. Дальше этот нюанс очень полезен, потому что, чтобы понять один момент, который будет уже дальше, я покажу прям наглядно, максимально на примере сайта, как это будет работать. Потому что мы будем прописывать в профиле эти deny и ставить в разные режимы. Ну, сейчас, чтобы было более понятно, я заранее вас подготавливаю к этому. В этом отличие, то есть complain, он просто пишет лог и ничего не делает, ну, условно, не запрещает, доступ не ограничивает, а enforce он и доступ ограничивает к тому, что не прописано в нашем профиле, и пишет логи. Вот отличие. И мы сейчас давайте в качестве тренировки, сейчас почистим это все, возьмем просто и наш профиль переведем в complain. Sudo complain user has been nginx. Кстати, можно и просто nginx, я думаю, будет работать. Давайте проверим. Да, он знает, что nginx лежит в этом пути. Где-то это прописано. В общем, и работает. И нам говорится, что мы перевели наш веб-сервер в режим complain, что говорит нам о чем? Правильно, о том, что мы сейчас можем его рестартнуть, и он запустится. Потому что у нас ничего не будет, ну, не нас, а его, то есть приложение, наш веб-сервер ничто не будет ограничивать. Ну, давайте возьмем его, рестартнем. Sudo, конечно же. Systemctl restart nginx. И вот теперь у нас все работает, то есть он рестартится. Теперь даже можем попробовать достучаться до нашей странички с помощью curl. Если у вас curl не установлен, то то установите там sudo apt install curl. Я думаю, он у вас должен быть localhost. И мы спокойненько достучались до нашей страницы, нам выводит нашу разметку. Все, то есть работает. А теперь ради интереса просто посмотрим логи. Логи можем посмотреть вот той старой командой, допустим, да. Оп. Все, зашли. И смотрите, время актуально, да, 01:31. И видим все те же логи. То есть нам говорится, что происходит операция open. Он открывает. То, что доступ идет к странице index.html. Но тут немножко другие логи, потому что мы уже теперь можем достучаться до index.html. То есть тогда мы просто не могли открыть приложение, а здесь уже мы по каким-то папкам лазим. То есть тут уже чуть по-другому, но суть особо не меняет. Вот, например, здесь, честно, не особо удобно смотреть логи, но я все равно что-нибудь найду. Ну, тут, допустим, stream, accept. Главная суть, которую нужно уяснить здесь, что режим complain, он просто пишет в логах и ничего не отклоняет. А вот он, например, operation mknot хотел открыть run nginx PID,
то, что было тогда. И это прописано в логах. Или вот, например, то же самое. То есть он хотел достучаться до этого файла. То есть все в логах прописано. Вот главная суть, которую я хотел, чтобы уяснить. И теперь что же делать с этим, спросите вы? Нам же, по идее, нужно все вот эти пути, файлы, что нужны реально приложению, учесть их, прописать в профиль, а затем включить мод Enforce, чтобы отражать атаки, если злоумышленники захотят к нам прийти, допустим, да, чтобы только разрешенные действия были у приложения, а запрещенные, остальное просто не разрешено было. И как вот это все учесть, что нужно прям логи эти смотреть, копировать, вставлять оттуда, как-то догадываться. Нет, вот более придуман удобный вариант. Для этого служит команда logprof. Она уже собрала все наши действия, которые мы сделали. То есть это запуск сервера и то, что мы получаем к нему доступ, просто курлом, да, индекс HTML, мы просто захотели к нему доступ получить. И что происходит в данный момент? В момент, когда мы запускаем веб-сервер, а потом, когда кто-то хочет получить с него какую-то информацию, вот что в данный момент делает Nginx, что в данный момент делает приложение. И мы можем поймать эти логи с помощью logprof. Так, мы для этого пишем sudo aa logprof. И здесь мы теперь видим такие вот крутые записи. Вот это можем пока не смотреть. Вот смотрим, главное, вот здесь. Какой профиль. То есть наш профиль, который мы только что создали, мы его не конфигурировали пока. Вот сейчас как раз мы будем конфигурировать. Что сейчас происходит? Мы либо отклоняем, либо принимаем, либо игнорируем. То есть там несколько есть вариантов. Здесь можно выбрать один из вариантов, что мы добавляем. В общем, суть в чем? Здесь указывается, что произошло. Здесь указывается вариант решения. То есть предлагают что-то добавить в наш файл, чтобы решить ту проблему. А здесь что мы делаем с этим? Мы принимаем или отклоняем. И теперь давайте разбираться. То есть я вам говорил за это capability, за duck override. Без этого веб-сервер не сможет работать вообще. То есть нам надо это принять. Пишем здесь allow. Мы в любом случае сможем в профиле это ручками потом с помощью Vim там или Nano поковырять и исправить. Но мы просто сейчас добавляем все, что только можно. Вернее, не то, что все, что только можно, а все, к чему наш веб-сервер пытался достучаться, когда мы выполняли эти простые действия. Мы просто его запускали и просто получали доступ к сайту. Это то, без чего он просто не может работать. Поэтому вот это мы добавили. То есть вот эта строчка уже появилась сейчас в нашем файле, в нашем профиле. То есть без нее ничего бы не работало. Вот, она сейчас появилась. Дальше необходимо нашему Nginx capability еще одно setUID. Без этого оно не будет работать никак. Нам предлагают два варианта. Первый вариант либо сделать include abstractions, вот это все. Короче говоря, чтобы вас не путать сейчас, это просто вот это по этому пути находится файл postfix common, в котором просто прописаны куча всяких вот таких вот записей, то есть профилей, разрешений. Это как такая мини-библиотека. И в ней куча просто прописано этих профилей. Либо мы ее подключаем, либо нам предлагают второй элегантный вариант. Мы просто подключаем capability setUID. Вот я выберу второй вариант. Но мы потом еще подробно посмотрим, зачем это надо. Я про вот эти вот инклюды. Желательно их, конечно, не включать, но где-то надо. В общем, я жму Enter, и
allow. То есть я принимаю, что мне нужно capability set UID. Следующее. Наш Nginx хочет записаться в логе. Я проверял лично, что если мы запретим ему писаться в логе, то есть в error лог или в access лог, то он просто не стартанется. Так что это необходимость. Нам надо сделать разрешение, то есть разрешить varlog nginx error log на запись. Вот. Тут единственный вариант, и мы жмем allow. А дальше нам предлагают либо подключать библиотеки вот эти вот, либо выбрать вот этот вариант, что мы просто разрешим читать conf SSL, OpenSSL. Вот я выберу четвертый вариант. Allow. Если что, я выбираю это стрелочками вверх-вниз. Дальше профиль Nginx, путь. Ну, то есть к чему он хочет доступ получить? К конфигу своему же. То есть он хочет конфиг прочитать, который мы конфигурировали. Ему нужен read, owner, то есть владелец, от владельца файла чтения. То есть прочитать свой же конфиг. Мы вот здесь вот стрелочкой листаем на второй вариант и даем доступ к чтению своего же конфига, чтобы он работал. Вот и все. Но без этого он не сможет просто банально работать. Жмем А, то есть allow. Дальше ему нужен NSS switch conf. Нам ничего не остается, как просто дать ему доступ на чтение к этому конфигу, потому что здесь лежат всякие DNS имена, там я читал за него, то есть там это нужная вещь, без которой Nginx не стартанется. Опять-таки я пробовал, я то есть его отключал, пробовал, стартанется или нет. Он не стартанется без него, поэтому да, разрешаем. А следующее это etc passwd. Кстати говоря, я не очень понял, зачем он нужен Nginx. Это же вы в курсе, какой файл? Это файл, где хранятся учетные данные вообще пользователей в Linux. Пока разрешим, потом посмотрим. То есть мы, может, его и отключим. Ну, то и в таком духе. То есть etc групп тоже. Но я как помню, что я их комментировал даже, и это не влияло никак на запуск Nginx. То есть мы потом даже в будущем можем это удалить. Вот, и вот этот RAM PID. Без него тоже Nginx не сработает, поэтому надо разрешить. Varlog, access log. Если не дать ему писать в логе, то он тоже не будет работать. Разрешаем. Здесь mime types. Тоже разрешаем. И доступ к нашему сайту, главной странице, пока тоже разрешим. Таким образом тоже разрешим. Network и NetStream. Либо пишем Network и NetStream, либо включаем Abstractions. Либо такой включаем. Ну, в общем, здесь как вам больше нравится. Я нажму и NetStream пусть, или Name Service. В общем, здесь, наверное, лучше включить Name Service. Здесь будет все связанное с вот этими нетворками. Поэтому я лучше второй здесь выберу. Set GID. Лучше Set GID выбрать. Capability. Потому что надо контролировать эти capability, чтобы не дать случайно то, что не надо. И чтобы они на виду были, поэтому я выберу третий вариант. Следующие локальные профили поменялись. Хотите ли вы сохранить их? Поменялся вот этот профиль Nginx. И мы делаем сохранение. То есть жмем S. Все. Мы записали. Теперь у нас обновленный профиль. И отлично. Мы немножко приблизились к тому, чтобы что-то настроить. Теперь
теперь после того, как мы создали профиль, то есть отредактировали, каждым своим нажатием на клавишу А, то есть allow, там, мы просто добавляли новую строчку в профиль, и теперь мы, когда его откроем, он у нас будет побольше, чем был раньше, то есть там теперь будут все эти строчки, которые мы разрешили. Нам нужно будет на них внимательно посмотреть, потестировать, там, поиграться, что-то убрать, что-то оставить, что-то добавить. То есть вот так и происходит настройка профиля. Сейчас давайте перейдем в наш профиль, пишем sudo. Я открою с помощью vim, чтобы, если что, отредактировать. И здесь пишу user sbin nginx. Все, мы открыли. И здесь что сразу можно отметить, то что вот это то, что сверху, это в принципе не нужно. То есть и без этого работает. Можно, в принципе, почитать, что такое ABI, но даже в документациях, там, к докеру, к тому же, это все не пишут. Обязательно то, что надо. Вот здесь решетку поставьте, все будет работать. Вот это нужно для того, чтобы у нас работал сам AppArmor. То есть вот так вот. Без него у нас AppArmor сам не запустится для этого профиля. Здесь вот эти flags complain, в принципе, это тоже можно не писать, потому что мы вручную задаем либо enforce, либо complain, поэтому это лишнее будет. Дальше вот этот include, вот этот include тоже нам нужны. Мы их включали, без них наш Nginx не запустится. Дальше вот эти разрешения, capability, без них тоже ничего не будет работать. А именно duck override, set GID, set UID. Это нужно, чтобы запустился веб-сервер. Без них он не запустится. А именно duck override, он, по-моему, он для AppArmor нужен. Для самого, то есть, чтобы профиль работал. Или для Nginx. Ну, в общем... да, он при запуске веб-сервера. То есть, это чтобы стартануть его, а это уже чтобы по папкам лазить. Вот я вспомнил. То есть, set UID, set GID, это чтобы лазить в директорию туда дальше, к нам на веб-сервер. А duck override, это чтобы просто он, стартанулся, когда мы делаем рестарт. Дальше здесь, что мы видим? Это доступ к нашему сайту. Это то, что в самом начале мы видели, чтение просто бинарника. Это логи, запись в логе Nginx. Так, а дата www это не то. То есть у нас наша папка, которая нам нужна, это просто 3W. А это, видимо, моя старая. Она почему-то сюда тоже прилетела. Она нам здесь не нужна. Вот просто www. А дальше etc group. То, что он читает этот файл, зачем-то ему это надо. Дальше ему нужно mime types. Это опять-таки Nginx файл. Ну, то есть ему нужно со своими файлами работать, чтобы нормально работать. Поэтому тоже разрешаем. Это его конфиг. Это для DNS и так далее. Тоже нужная вещь. По SVD я бы здесь поспорил, надо его включить или нет. Я вот просто не помню, он с ним работает или нет. Можно протестить, он заработает или нет. Но зачем-то он его захотел читать. А давайте-ка запретим. Зачем он туда лезет? Вопрос. Так, дальше у нас OpenSSL. Ему нужен, разрешим. И вот это run PID. То есть это нужно, чтобы
Nginx у нас запускался с всякими флагами, то есть там есть -s старт, там, чтобы быстро его, ну, с ним манипуляции какие-то производить, то есть там рестартить, еще там что-то с помощью встроенных средств Nginx именно. Вот для этого нужен этот доступ ему для чтения, для записи. Вот оставим. В принципе, все. То есть ничего такого здесь нету. И сам файл не такой уж и страшный. То есть просто у нас есть здесь что за профиль в фигурных скобках, что мы ему разрешаем. И все. Ничего такого нету сложного. Теперь мы жмем Escape и выходим отсюда. И сейчас ради интереса я вам покажу, что где прописаны вот эти. Так, для начала мы рестартнем, наверное, да. Рестартнем sudo systemctl. Рестартнем сам AppArmor. Также рестартнем Nginx на всякий случай. И теперь можно посмотреть, что означает вот это вот. То есть Tunables Global, где они находятся и что там вообще внутри. Сейчас покажу. Вот можем пока открыть для чтения наш файл, чтобы посмотреть, что там было. Cat user has been Nginx. Вот, и, допустим, посмотрим Abstractions Name Service, что это такое. Вот для этого перейдем в etc AppArmor D Abstractions. Вот мы сейчас там находимся. Abstractions. Посмотрим, что там. И здесь куча вот этих всяких настроек. Сейчас посмотрим просто одну из них. Допустим, sudo cat вот эту name service, которая к нам подключается. И смотрите здесь, что есть. Здесь просто куча вот этих разрешений, других инклюдов. Вот опять-таки разрешений всяких. Опять видите, для чтения. То есть это тот же самый, по сути, файл. Вот он. Это как бы библиотека разрешений. И отсюда берутся разрешения, вот, которые не достают. И нам поэтому предлагали, что либо вы вот это используете и подключаете целую вот эту махину, а либо вы можете ограничиться тем, что подключаете одну строчку, но решите свою проблему. В общем. Так что так это работает. Кому было интересно, это хорошо. И теперь смотрите, мы создали вот этот профиль. Мы его сохранили, мы его обновили, мы рестартнули все сервисы, то есть мы рестартнули и AppArmor, и Nginx. И давайте теперь переведем наш профиль в enforce режим, то есть sudo enforce, ну, чтобы уже защищаться, да. Ну вот, переводим, да, перевели, сейчас почистимся. И теперь, на всякий случай, рестартнем Nginx тоже. Restart Nginx. Да, попробуем достучаться до нашего сервера. Здесь можем просто обновить. И смотрите, доступ у нас есть, хотя мы находимся в режиме Enforce. Почему? Я думаю, ответ очевиден. Потому что... Так. Сейчас выйдем отсюда. Чуть-чуть. Вот. etc AppArmor D. Я сейчас хочу наш конфиг открыть. Vim user has been Nginx. Потому что мы прописали, во-первых, вот эти абстракшены, которые нужны были
которые используют приложение. Мы прописали все разрешения, вот эти capability, которые тоже нужны приложению, чтобы просто запуститься. Мы прописали вот это, логи, которые тоже нужны приложению. Это доступ к нашей главной странице, тоже его прописали, что мы его можем читать. Дальше здесь прописали конфиги, что мы лазим. В общем, мы все, что приложению нужно, и в принципе по безопасности, вот у меня возник вопрос, то что зачем он трогает ATC Group и ATC Password, я их закомментировал. Ну, то есть в будущем, если что, я, может, включу, но на данном этапе я смысла не вижу. Потому что, ну, зачем ему читать то, что ему не надо читать? Но если вдруг нужно будет, если будет какой-то конфликт, я возьму и уберу комментарий, и все заработает. Ну, пока я сделаю так. Можно просто выйти. То есть мы просто дали ему те разрешения, которые мы считаем, что это безопасно. И мы это можем контролировать. Далее я предлагаю немного поиграться с этим профилем. Давайте создадим в нашем каталоге 3W. Создадим дополнительные две папки. Одну назовем, там, какое-нибудь слово придумаем, чтобы разрешить, что разрешено, а другую, что запрещено. Ну, то есть, или какой-нибудь safe или secure, там, ну, допустим, secure. Можно secret, что секретные какие-то файлы. И настроим с помощью AppArmor такую политику, что там, где разрешен доступ всем, чтобы можно было заходить, а там, где secure, что если кто-то попытается туда перейти, чтобы доступ был запрещен. И чтобы возвращалась ошибка у нас 403, что доступ запрещен. И мы сейчас это настроим, я вам покажу, как это настраивается. Так, первое, что мы делаем, это нам нужно опять-таки от суперпользователя сейчас перейти в корень. Так. Clear. Перейти в корень, перешел в корень. Теперь перейти в нашу директорию. Здесь у нас пока единственный файл index.html. Напомню, что там есть в нем. Sudo cat index.html. Вот она наша разметка. Сейчас мы ее просто дублируем и напишем просто разрешен, там запрещен. Ну, короче, подумаем сейчас. Ну, например, мы создадим sudo mkdir allowed, то есть директория, которая разрешенная, как бы, да. Проверим. Да, у нас есть директория allowed. И вторая будет директория, это sudo mkdir secret, секретная, куда нельзя нам проходить никому. У нас наш проект будет разделен на две части, да, светлая сторона и темная. Ну или, короче, как хотите. Вот, посмотрим. Да, у нас есть allowed и secret. И теперь можем перейти в allowed. Почистимся. Так, и создадим здесь файл index.html опять-таки. Вот, можно с помощью Vim, чтобы сразу потом его отредактировать. Кстати говоря, вот, index.html. И я сейчас просто возьму, где я это писал. Вот моя разметка. Я ее сейчас скопирую отсюда. Скопировал и вставлю. Вставил. И теперь я просто поменяю заголовок. Напишу, что здесь у меня. Так, букву И жму, чтобы писать в Vim. Вот и пишу здесь, что разрешено. Там и здесь, не знаю, добро пожаловать. Доступ решен. Добро пожаловать, доступ разрешен. Просто и все. Чтобы было понятно, что это к этой директории доступ разрешен. Ну и все, в принципе. Можем escape.
переключусь между языками. Да что за... Да ну... Все, переключился. И write quit. Все. Записали. Посмотрим, записалось у нас что-то или не записалось. Да, все здесь добро пожаловать, доступ разрешен. Ну, ту же самую манипуляцию делаем для секрета. Выходим назад немножко, потом переходим. Так уже меня глючит. Переходим в секрет. И здесь опять-таки sudo vim index html. Опять-таки создаем простую веб-страничку. Оп, вставили. И пишем что-нибудь из серии секретные файлы. Что-нибудь такое. Секретные файлы. Доступ запрещен. Ну или напишем, у вас нет разрешения. Просто Nginx тоже будет что-то писать. Ну, в общем, секрет запрещено. Да, злое какое-то сегодня. Секрет запрещено. Все, опять между языками переключился. В IQ. И посмотрим, что мы написали. Мы что-то написали. Все, то есть, ну, можете что-нибудь покрасивее сделать, поприкольнее. Но я на данном этапе пока сделаю так, потому что не хочу заморачиваться уже. Времени очень много. А у меня главная цель — это показать, как работает безопасность с помощью AppArmor. Итак, после того, как мы сделали эту нехитрую манипуляцию, теперь нам нужно отредактировать наш профиль, потом его перезапустить, все перезапустить и проверить работу. На данном этапе что мы имеем? Мы имеем то, что у нас есть доступ к главной странице, к индексной. Пишет у нас Hello World, что в принципе правильно. У нас есть доступ, я так понял, к Allowed или нету? Нету. Смотрите, мы не прописали. Видите, что произошло? Мы не прописывали в нашем профиле то, что мы разрешаем доступ к Allowed. И у нас по умолчанию все запрещено, как я вам и говорил. Если мы даже посмотрим Secret, будет то же самое. То есть у нас разрешен только индекс. Я же прописывал разрешение на read индекса. Вот или так, если. Вот, разрешен только индекс. Мы можем это исправить. Мы можем сделать так, чтобы к индексу доступ был запрещен. И был разрешен доступ только к каталогу Allowed, и к каталогу Secret доступа вообще не было бы. Ну, то есть было бы 403 Forbidden и так далее. Давайте так и сделаем. То есть мы главную страницу запретим, разрешим только один каталог и другой запретим. Все, сказано, сделано. Погнали. Переходим в etc apparmor.d. Вспоминаем, как называется. Я теперь вспомнил. Так, переходим теперь sudo vim или v, без разницы. User sbin nginx. Ну вот, есть контакт. В общем, что мы делаем? Мы берем здесь. Можно даже все комментарии поставить здесь, кстати, чтобы было удобнее. То есть пишем. Да, во-первых, можно написать access to website, условно. Вот. И здесь мы просто делаем, что к индексной страничке мы пишем deny. Вот. Ну, вообще, не просто к индексной страничке, а вообще, если мы хотим в www перейти, да. Просто deny. То есть, если мы хотим к корню перейти, это будет равносильно, что... Кстати, равносильно это будет или нет, это вопрос. Можно проверить. Вот, deny корень, потом deny www secret.
есть мы не хотим, чтобы к нашим секретам был доступ. Read. И дальше вот здесь сверху пропишем то, что мы разрешаем. Мы разрешаем доступ к 3W allowed для чтения, опять-таки. И здесь внимательно, то есть мы разрешаем доступ к allowed ко всем файлам, allowed для чтения. И я еще хочу, если я, например, создам какие-то дополнительные папки, ну, то есть, допустим, у меня будет allowed, потом папка внутри files, там, не знаю, программинг, там, без разницы, то есть куча поддиректорий. И чтобы был разрешен просмотр директорий внутри поддиректорий, поддиректорий и файлов внутри них, то есть для этого нужно прописать такую вещь, которая называется 2 звездочки, звездочка. Ну, вот теперь у нас все будет окей. И что касается deny, здесь нужно посмотреть, потому что я что-то думаю, что если вот так прописать, ну, сейчас в общем узнаем. Сейчас я пока закомменчу это дело. Посмотрим, он будет отклонять доступ к индексу. Ну он по умолчанию будет отклонять доступ к индексу. Все равно. В общем, посмотрим. Что мы сейчас сделали? Мы разрешили доступ в allowed. Запрещаем доступ к индексу. И запрещаем доступ к секрету. И файлам внутри секрета. Кстати, можно было бы и прописать для директории и поддиректории, но это не обязательно в данном случае, потому что у нас ко всему каталогу не будет доступа, в принципе. Да, ну давайте посмотрим, как у нас это работает. То. Рестартнем, то есть sudo system ctl restart. Рестарт что? Рестартнем nginx, рестартнем parmor на всякий случай. Потом у нас еще переведено все в enforce, ведь все работать должно. Ну и теперь давайте проверим. То есть у нас все здесь хорошо было, доступ был, обновляемся, доступа нет. Почему? Потому что мы его отклонили. Попробуем к индексу. А к индексу доступ есть. Вот такая интересная вещь. То есть к корню доступа нет. К индексу доступ есть. Теперь проверяем еще. Например, мы хотим зайти в allowed. Доступа нет к файлу allowed, но если к директории allowed, вот наша директория, вот, доступ есть. Видите, мы сконфигурировали как нам надо. И если это secret, доступа нет. Теперь файл secret, ну тоже доступа нет, понятно. Вот, если какой-то файл внутри этого секрета, да, тоже доступа нету. Ну, то есть deny у нас все отклоняет. То с этим надо поковыряться еще. Индекс HTML запретить. Вот, в принципе, так и работает это дело. Сейчас можем еще раз открыть наш профиль. Здесь сделать deny для индекса HTML. А вообще это... Вообще надо просто deny для всего сделать.
Так, и... deny для всех файлов. Потом deny для всех директорий под директорией. Мы не хотим, чтобы у нас ничего смотрели здесь. Хотя нет. Именно секрет у нас. У нас же остального не существует, смысл. Вот, мы делаем именно что секрет никто не может видеть, и директории и поддиректории внутри секрета самого. И плюс сами файлы внутри директории secret. То есть, смотрите, у нас есть внутри secret может быть файл 1.txt, файл 2.txt условно. И могут быть директории, внутри которых еще файлы. Поэтому нам нужно отклонить доступ для чтения и к ним, и сюда тоже. Вот, и доступ для чтения для главной страницы тоже отклонили. А можем, например, сейчас и разрешить. Допустим, доступ для чтения здесь, ну, короче, вот так вот сделаем. Здесь можно делать вообще как хотите, то есть это на ваше уже усмотрение. Вещь полностью кастомная. Вот, рестартнем все и... Да, и все, и проверяем. Вот, localhost, доступа нет. Теперь к индексу. Почему доступ есть? Доступа нет. Кэш. Надо было кэш обновить. В общем, мораль басни такова, обновляйте кэш. Ctrl F5. К индексу доступа нет. К localhost доступа нет. Allowed. Доступ разрешен. Allowed index.html. Доступ разрешен. Мы потому что прописали, что и любые файлы этой директории тоже разрешены нам. Дальше. Secret. Доступ запрещен. Secret index.html. Доступ запрещен. В общем, такие вот дела. Теперь еще одно уточнение, которое хочется отметить, о чем я не говорил. Вот откроем наш конфиг. И я вам не сказал то, что здесь вот эти флаги, их вообще там штук 8 или 10. В общем, там не только M, R, там есть L еще, там разные IX, UX, там U большая X, PX, P маленькая X. То есть там множество. Они более сложные, ну, в том плане, что их надо прям знать, где применять конкретно, там что-то с памятью связано и так далее. Я так глубоко не копал, то есть не разбирался. Мне для моей повседневной задачи, которая называется отклонять просто для чтения, чтобы никто не мог сайт читать, было пока достаточно. А так, то есть там флагов есть не то чтобы сильно много, но они еще есть. То есть там только вида 4, связанных с экзекьютом. Поэтому рекомендую ознакомиться. Я приложу, опять-таки, в телеграм-канале описание данных флагов, плюс поищу информацию еще дополнительно, потому что интересно, надо еще изучить. В общем, да, образовывайтесь, учите и применяйте, самое главное, на практике, потому что просто
выучить, что этот флаг это означает. Это хорошо, но гораздо полезнее придумать задачу и обкатать ее на практике. Вот я считаю, это прикольно, то, что мы сейчас вот это все проделали реально на практике и поковыряли этот конфиг, что он делает, логи его почитали. То есть, ну, это практика чистой воды. И я считаю, в принципе, разобрались, как это все работает. Поэтому можно двигаться дальше. Теперь покажу, как сделать очень интересную вещь. Развернуть докер образ, потом докер контейнер и защитить его с помощью нашего профиля AppArmor. Ну, в общем, будет весело и интересно. Поэтому поехали. Для начала давайте вообще отсюда, ну, вот так вот сделаем. То есть перейдем в домашнюю директорию, выйдем там и пока свернем. Можем в принципе создать на рабочем столе здесь какую-нибудь папку проекта условно, а в ней создать докер файл, потом открыть это в VS Code, чтобы было более как-то наглядно и удобно, и в VS Code уже редактировать все. Поэтому давайте перейдем, ну не то что перейдем, а просто mkdir project. Так. Почему? Это домашняя, нам надо в десктоп. На рабочий стол, да, переходим. Вот. Здесь у нас ничего нету. Это я на рабочем столе буду создавать. Вы же делайте где хотите. Мне будет удобно с рабочего стола это все делать. Вот, я создаю директорию. Project. Вот она у нас появилась. В нее перехожу. Внутри создам индекс, HTML и докер файл. Все, открываю. У меня уже все открыто. А также жмем открыть папку на рабочем столе, Project и вот так вот Open. Индекс. Затем, так, папка нам пока не нужна никакая, здесь будет у нас докер файл. Отлично. Базовая структура. Пропишем какая-нибудь homepage, ну, главная страница. Здесь тоже в таге h1 пропишем опять homepage. Сохранились. Здесь можно, в принципе, аналогично сделать тому, что было там. Сделать одну папку, где мы будем разрешать все. То есть allowed. В ней создать там свой индекс HTML. Также создать папку, как мы это называли, secret. Она находится в проекте. Вот secret. В ней тоже будет свой индекс. Вот теперь этот индекс скопируем. Поместим в индекс, который в allowed. Allowed to read. Allowed. То есть разрешенное. Здесь делаем secret.
просто чтобы понимали, какие у нас папки доступны, какие недоступны. Вот и все. Это просто как пример, как можно сделать. Дальше. Вообще, перед тем, чтобы что-то нам собирать в докер-файле, надо убедиться, что установлен докер. Для этого, конечно же, устанавливаем докер sudo apt install docker. Перед этим проверяем, ну, после того, как установили, проверяем, что у нас с сервисом. Sudo systemctl статус docker. И он должен быть active running. Вот это обязательное условие. И дальше, чтобы при работе с докером не писать каждый раз докер, я советую сделать sudo usermod -ag и поместить вашего юзера в группу докер. Ой, то есть наоборот. Да, в группу докер. В группу докер вашего юзера. Вот так. И теперь, если вы проверите, то есть, например, groups, ваш юзер, вы увидите, что он находится в группе docker, и теперь вам не нужно будет писать сюда. Но после этой манипуляции нужно обязательно перезапустить машину, нажав на reboot. Но так как у меня уже это все было сделано, я могу этого не делать. То есть я могу писать команду docker, и у меня все доступно. То есть без проблем. Docker минус version. Ну, то есть не требует суда. Все четко. Так, это подготовительные шаги. То есть, когда они сделаны, то все отлично. Теперь нам нужно собрать докер образ. Так как мы используем Nginx, мы пишем from. Так. Мы собираем свой образ на основе образа чужого. На основе готового образа Nginx. Но нам нужен еще Alpine внутри Linux. Ну, в общем, после from мы указываем просто, что за образ мы берем. У нас будет Nginx с Alpine Linux. Вот и все. Дальше. Дальше самое интересное. Копия. Source мы указываем откуда. Dest куда. Откуда, то есть откуда на нашей машине здесь, а dest это в какую директорию в докер контейнере именно. То есть у нас там будет рулить Alpine Linux с веб-сервером Nginx, и там будет своя какая-то папка, в которой будет находиться Nginx. И нам надо будет туда переместить просто наш проект. А наш проект это вот эти вот несколько папок, ну, то есть 2 папки и файл индекса, и все. Ну, то есть, проще говоря, нам просто нужно написать здесь точку вместо source, потому что это та же самая папка, где находится докер файл. Поэтому пишем точку и куда в user share nginx html. Вот, теперь можем Ctrl-S сохранить это все. В принципе, этого достаточно для того, чтобы собрался образ, который нам нужен. Вот и все. Теперь мы можем собрать наш контейнер. Для этого перейдем сюда, в нашу папку, где у нас находится проект, и пишем docker build. Дальше опцию -t и указываем название нашего образа.
допустим, веб-сервер, через двоеточие указываем здесь версию, ну, это по-другому еще называется тег. Можно и не указывать, можно написать latest, можно вообще ничего не писать. Но я укажу просто вот 1.0. Красиво просто. Ну вот и все. Таким образом мы соберем сейчас образ. Таким образом соберем образ. Да. Угу. Ну, конечно. Самое, что последнее нам нужно указать, это откуда мы этот образ стягиваем. Ну, то есть, смотрите, образ-то мы назвали вот так, а откуда мы все исходники возьмем, где у нас находится проект, где у нас находится путь к докер-файлу, в котором прописаны все наши действия, то есть откуда мы образ берем, откуда мы что копируем. Мы указываем путь к докер-файлу, то есть относительно того, где мы сейчас находимся в Linux. В Linux мы сейчас находимся в нашей папке проекта, докер-файл находится в нашей папке проекта. Ну, короче, просто ставим точку, у нас все должно заработать. Все, и билдится у нас контейнер. Скачивается Nginx, Alpine, вот эти все дела. Теперь у нас скопировалось в контейнер по этому пути, что очень круто. И у нас сбилдился контейнер. Можно проверить, соврали нам или нет. Пишем docker images и видим, действительно у нас есть. Во-первых, скачался образ Nginx. А вот он наш контейнер, который мы собрали. Веб-сервер 1.0, это мы придумали. Вот айдишник, вот 18 секунд назад, вот его размер. То есть наш контейнер есть. Можно это почистить. И теперь двигаемся дальше. Теперь просто запустим контейнер и проверим. Пока без модуля безопасности, без ничего такого, просто его запустим. Пишем docker run -d означает detach, то есть контейнер запускается в фоновом режиме. Можно будет работать в терминале, то есть просто писать в терминале что-то, а сайт будет работать, будет доступен. То есть эта опция позволяет запускать контейнер в фоне. Это нам очень кстати. Дальше мы указываем связывание портов, то есть указывается в таком формате: порт на локальной машине, двоеточие, порт в контейнере. В контейнере порт по умолчанию 80, порт Nginx 80. Здесь мы можем указать либо 80 порт, либо любой другой. Я укажу 8080. Но так можно любой другой незанятый порт указать. Дальше указываем название образа, с которого мы стягиваем. Образ, тот, который мы собрали. То есть это веб-сервер 2.1.0. Это вот наш образ, который только что мы собрали на основе образа Alpine Nginx. Вот жмем теперь Enter. И вот эта вот страшная строка говорит о том, что контейнер у нас собрался, а может быть даже и запустился. Чтобы это проверить, пишем команду docker ps и смотрим, действительно контейнер запустился на порту 8080 localhost. Ну, то есть 4.0 это то же самое, что localhost. Давайте это проверим. Переходим, localhost, обновляем Ctrl F5, localhost. Так, и порт 8080, да? А вот homepage. Это, в принципе, то, что мы указали в нашем индексе. Вот он, homepage. Теперь проверяем дальше. У нас есть allout, папочка allout, и есть папочка secret. Да, все четко, все есть. Отлично. Все работает. То есть у нас контейнер пашет. Дальше
принципе, я вам рассказал, как запустить просто контейнер. А дальше уже будет сказ о том, как заставить его работать с профилем безопасности, чтобы какие-то страницы у нас открывались, какие-то нет. Чтобы это уже контролировал именно AppArmor. В общем, там интересные нюансы, и не так-то просто заставить его работать. Поэтому да, сейчас будем это делать. В общем, что мы делаем, чтобы запустить контейнер с профилем безопасности AppArmor, контролировать его снаружи с помощью AppArmor? Рассказываю. Смотрите, первое, что нужно сделать, это убедиться, что у нас никакие контейнеры не запущены, потому что мы будем его создавать заново с профилем безопасности. Поэтому, во-первых, они должны быть не запущены. Во-вторых, удалены, чтобы не было конфликта. Поэтому docker ps запущенный контейнер. У вас может быть даже несколько контейнеров, если вы игрались до этого с ними. Поэтому, ну вот лайфхак, чтобы сразу удалить все. Пишем docker rm, потом $, 2 скобки, и внутри docker ps минус qa. Что значит минус qa? Минус a это значит all, то есть все. Минус q означает только айдишники будут показывать. Ну вот и все, в принципе. Жмем Enter. Но нас посылают в удивительные места, потому что говорят, что мы не можем удалить контейнер, который запущен. Поэтому меняем rm на стоп. Стопаем теперь rm. И все, и теперь проверяем. Docker ps. Docker ps минус a, чтобы посмотреть вообще все. Все, у нас ничего нет, у нас ничего не может конфликтовать. Это прям максимально важный вариант, чтобы не было никаких у нас нюансов с этим. Отлично, это проверили. Дальше. Создаем профиль безопасности. Профиль безопасности — это тема такая обширная, и для контейнера его было пилить вообще стрёмно, потому что он никак не хотел запускаться. Я сейчас писать с нуля его не буду. Я покажу. Ну, я скопирую просто свой профиль, создам новый файл, скопирую свой профиль. Вы можете его скачать в Телеграме, то есть без проблем. Ну, вот это будет профиль. Я объясню просто, какие отличия от обычного профиля с профилем для докер-контейнера. Там небольшие отличия есть. Я на них укажу просто, что без них ничего не будет работать. Ну, а там вы можете либо добавить в тот профиль, либо скопировать мой. Два варианта. Ну, то есть, смотрите, профиль должен находиться, как обычно, то есть в etc AppArmor-D. AppArmor-D можно создать отдельно, ну, чтобы, смотрите, просто здесь и так их много, чтобы их как-то отличать, например, то, что эти профили у вас под докер-контейнеры. Можно создать папку какую-нибудь докер, либо, как я создал, containers у меня называется. Все, вот containers. У меня здесь уже есть профили Docker Nginx. Это дефолтный профиль докера для Nginx. И вот он, мой профиль, это Nginx Armor. И мы создадим здесь новый профиль, как будто вот у вас это пустой каталог, и мы сейчас создаем профиль, то есть sudo v, ну или vim, и называем его как-нибудь, ну, например, не знаю, secure, MySecure, вот так вот, MySecure, почему бы нет. Все, жмем Enter. И вот у нас профиль MySecure. Теперь мы создаем профиль. Первое, что обязательно должно быть, это include toEnables global. Он без нее AppArmor не работает. Это прям must have.
Дальше. Так, у нас insert работает. Дальше пишем профиль. MySecure. Вот, ну и дальше уже настройки, которые я объясню. В принципе, я вот это пока поудаляю. Могу просто вставить. Вот. Что здесь прописано? Вот эти abstractions, это мы разбирали до этого, то есть Nginx не запускается без них. Дальше файл и umount, без них происходит ошибка при когда мы делаем docker run, то есть контейнер сам не запускается. Я когда делаю docker ps-a, я смотрю, что произошло, и в конце написано, что exited статус 2, то есть ошибка какая-то номер 2, контейнер не запускается. Ну, логично, там что-то с монтированием дисков нужно сделать, поэтому нужно разрешить данному профилю пользоваться командами umount и файл. Дальше отличие. Capability change owner нужно для докер контейнера. Вот без нее он просто не работает. То есть это на моем опыте было проверено. SetUID, SetGID это к папкам сайта относится, это к Nginx относится, DocWrite, ну мы это разбирали. Дальше про доступ к сайту. Здесь я разрешаю доступ к главной странице. Здесь я разрешаю все файлы в каталоге allowed, подкаталоги файлы в них. Здесь запрещаю чтение секретной папки secret. То есть делаю здесь deny прям. Дальше. Здесь все то же самое, что и было там. Для обычного конфига. Здесь тоже то же самое. Все, в принципе, отличий нету. Отличие единственное в Capability Change Owner и файл umount. В принципе, и все. В остальном все то же самое. Может быть, что-то еще нужно, но все корректно работает пока с данными настройками минимальными. Вот поэтому escape записываем. И отлично, можем прочитать. И видим, что все читается. То есть профиль у нас работает. Ну, то есть он, по крайней мере, записан. Теперь важный момент. После того, как мы создали профиль, нужно его загрузить, чтобы его прочитал AppArmor сам. То есть, смотрите, у нас здесь кастомное название профиля. И нужно, чтобы его AppArmor спарсил. Это прям обязательно. И каждый раз, когда вы меняете что-то в этом профиле, а вам нужно каждый раз загружать его в AppArmor, чтобы он его спарсил. Сейчас я скажу точно команду, как она называется. Вот она. То есть мы пишем sudo AppArmor parser -r -v большая tc AppArmor d /containers/ как у нас там назывался профиль? MySecure. И теперь, если у нас никаких ошибок нету в
в профиле, жмем Enter, и все. То есть он принимает. Парсер принял наш профиль, он валидный, все окей. И теперь наконец-то мы можем запустить контейнер. Я здесь, пожалуй, скопирую команду, что-то поменяю и ее объясню. Вот. А здесь что происходит? Давайте с самого начала. Блин, что я сделал? А вот все. Здесь происходит запуск контейнера, то есть docker run. Дальше используется флаг security optm, чтобы задать параметры безопасности. В кавычках обязательно пишется aparmor равно наш профиль. Профиль у нас mysecure. Далее через пробел флаг -p для связывания портов. То есть 8080 будет у нас на локальной машине и 80 в контейнере. Дальше опция detach, чтобы контейнер в фоне запускался. Дальше name my site. Это просто имя контейнера, чтобы, ну, чисто ID это неудобно, чтобы быстро его можно было удалить, если что. И веб-сервер версия 1.0 это образ, которого мы стягиваем. Вот это все дело. В принципе, все. Можно запускать и тестировать. Запустили. Проверим Docker PS. Видим, контейнер запустился, все окей. Можем теперь перейти в нашу домашнюю страницу, обновить, кэш обновить, все пообновляли. Homepage доступна. Посмотрим, сходится ли это с нашим профилем безопасности. То есть мы можем сделать таким образом немножко... нет. Вот здесь просто можем его открыть. То есть sudo v, и профиль называется у нас mysecure. Можем его посмотреть, что у нас здесь указано. У нас указано, что главная страница у нас доступна для чтения, все верно. Allow мы можем заходить, и secret у нас происходит deny. Вот в принципе все очень просто. Вот allowed, попробуем зайти. Allowed, все правильно. И теперь заходим в secret. 403 forbidden. Все, срабатывает deny, срабатывает правило. И в чем прелесть, то что мы это контролируем вне контейнера. То есть у нас мы пишем политику, мы пишем правила aparmor. Просто вот вне контейнера подгружаем ее через просто равно. И все. И контейнер просто подчиняется этим правилам, которые мы указали здесь. Это интересно. Можно здесь поиграться, то есть понастраивать. Здесь обратите внимание то, что указан именно user share nginx html. Это прям очень важно. Это та директория, где у нас хранится сайт именно в контейнере. То есть я здесь где-то, когда разворачивал, ну вот, например, здесь можем посмотреть еще. А вот в VS Code, когда я делал, да, я указал здесь эту директорию. То, что мы копируем отсюда все и перемещаем в контейнере, в докере именно сюда. Вот таким образом и работает вот эта история. Есть, конечно, куча настроек безопасности, есть куча, не то что куча, но флаги вот эти, да, с ними поразбираться на практике, пообкатывать. Но в общем случае вот так работает aparmor. Я надеюсь, вам понравилось, было полезно, что гайд был полный и так далее. Надеюсь, оцените старания. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем желаю удачи, друзья.
И всем пока. Какая же жесть.